Как нарцисс сам себя палит? Мы с вами сегодня разберем 5 фраз, очень распространенных, которые он использует для того, чтобы контролировать свою жертву, не понимая при этом, что это настолько распространенные и настолько, в принципе, уже узнаваемые фразы, что не просто обозначают его как нарцисса. То есть он таким образом просто вскрывает свою натуру. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и мы с вами сегодня разбираем 5 таких типичных фраз нарцисса, которые он использует по отношению к своей жертве. Если вам эта тема интересна, ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первая фраза, на которую мы обращаем внимание, это фраза нарцисса «ты без меня не сможешь». Вот он так старается вам внушить такую неуверенность и говорит, что ты без меня не сможешь, ты никогда другого человека не найдешь, никто тебя больше не полюбит, ты больше сама никого не полюбишь, ты не сможешь решать те вопросы, которые мы с тобой вместе решаем. Нарцисс, сам того не зная, он попадает в такие нормальные невротические сомнения и переживания любого здорового человека, потому что когда мы находимся в отношениях, у нас есть какая-то сформированная привязанность, пускай даже это отношения с нарциссом. И мы рассматриваем вот себя в отношениях, как себя в актуальных отношениях. Мы еще не знаем, какие могут быть другие отношения. Мы их не видим, мы их не можем почувствовать, потому что мы сейчас находимся в этих отношениях. И нормально, когда у человека возникают мысли, что мне эти отношения не подходят, но а вдруг я навсегда останусь одна, вдруг никто меня не полюбит, вдруг там, я не знаю, там я никогда не смогу никого полюбить. Эти сомнения все, они нормальные. И эти все сомнения, они чрезмерны, потому что слова типа никогда, всегда, навсегда, и что там еще, все, это слова такие, максимализированные. То есть такого точно не будет. Но если вы слышите фразу «ты без меня не сможешь», то вы просто должны понимать, что напротив вас находится нарцисс, который вас пытается контролировать таким образом. Вторая фраза, на которую мы обращаем внимание, это фраза «ты слишком чувствительна». Это такой просто банальный, примитивный газлайтинг, когда нарцисс показывает вам, что ваша чувствительность, она какая-то, поскольку вы слишком чувствительны, она какая-то чрезмерная и какая-то болезненная. То есть это не я какие-то гадости говорю, а ты на них реагируешь адекватно ситуации, вот так вот резко. Это ты реагируешь, потому что у тебя какая-то вот такая психическая слабость, ты какая-то вот слишком чувствительная. А во мне вообще никаких проблем нет, я просто вот веду себя так, как себя веду. Если вы часто слышите фразы, что ты слишком чувствительная, ты слишком эмоциональная, ты не умеешь сдерживать эмоции, у тебя постоянно глаза на мокром месте, как угодно это может еще звучать, знайте, что это обычный газлайтинг, который использует нарцисс, который находится рядом с вами. Третья фраза, на которую мы обращаем внимание, это фраза типа «я такого не говорил». То есть нарцисс отказывается от ответственности, и по правде говоря, он просто никогда и ответственность на себя не берет. Если кто-то из вас находился когда-то в отношениях с нарциссом, то вы знаете, что это люди, которые за словом в карман не лезут. Он может сказать что угодно, он часто высказывает какие-то свои очень такие уверенные суждения по каким-то очень сомнительным, таким сложным темам. То есть для него вообще нет проблемы, чтобы что-то сказать. Он не отвечает за свои слова. Соответственно, когда вы потом ему припоминаете, что ты же что-то вот обещал, или ты говорил, что ты с этой женщиной не встречался, или ты говорил, что у тебя там нету таких каких-то там привычек, или еще что-то, он говорит, я такого не говорил. Да как же так, было такое? Нет, это не я такое говорил, это у тебя такие какие-то ложные воспоминания. Опять же, начинается газлайтинг. У тебя что-то там с головой, наверное, ты неправильно что-то запомнила, у тебя там голова дурья, там, не знаю, опилки в голове. В общем, ты не так запоминаешь, а я такого не говорил. Из-за того, что он говорит это максимально уверенно, а мы, люди с такой здоровой личностью, невротической организацией, как-то не совсем привыкли к тому, чтобы люди так нагло врали, то мы начинаем сомневаться в себе. Может быть, действительно, может быть, вот раз он так уверенно говорит, может быть, я что-то там перепутала. Но в случае с нарциссом он будет говорить так постоянно. Вы не можете постоянно ошибаться, это означает, что вы находитесь рядом с человеком, который имеет нарциссические черты. Четвертая фраза это что-то вроде «ты слишком много накручиваешь, слишком много думаешь». Это может быть ситуация, когда он хочет уйти от какого-то очень важного разговора. Предположим, вы ему говорите, что слушай, похоже, мы с тобой какое-то время уже встречаемся, пора бы нам как-то подумать, что будет дальше, может быть съехаться, может быть, не знаю, какие у нас будут дальнейшие планы. Ты слишком много накручиваешь, слишком много думаешь. Опять же, тут есть элементы такого газлайтинга, когда он указывает, что раз ты слишком много думаешь, значит у тебя какой-то ненормальный процесс думания. Ты какая-то немножко не в себе. Кроме того, он таким образом фокус внимания ваш переводит внутрь вас и проблему помещает в вас. То есть это ты слишком много думаешь, ты слишком мнительная, ты слишком много накручиваешь, а не я безответственный и пытаюсь избирать какого-то разговора. Опять же, люди с невротической организацией личности, как правило, склонны к саморефлексии, какой-то мнительности в чем-то. И когда нарцисс тебе говорит, что ты слишком мнительная, слишком много накручиваешь,
то в этом есть какое-то количество правды, но вопрос не в том, что ты много накручиваешь, а вопрос в том, что он из-за того, что часто тебе об этом говорит, таким образом избегает каких-то важных тем. Ну и пятая фраза — это «никто так не думает, кроме тебя, все остальные думают по-другому» или «принято по-другому, все знают, что вот что-то вот так». Ну, предположим, он может сказать, что принято, чтобы женщина не работала, а сидела дома, или принято, чтобы женщина не сидела дома, а работала, или принято, чтобы женщина не проводила время с мужчинами-коллегами на работе, или что угодно. То есть любые свои какие-то вот желания и хотелки он как будто бы объединяет с какими-то непонятными третьими лицами. Но вот в обществе принято так, как я хочу, а то, как хочешь ты, только ты так думаешь. Таким образом, нарцисс ваши отношения из предполагаемо нормальных, здоровых, идеальных, там, где есть два человека, переводит в какие-то такие отношения, где есть грандиозный он, причем впитывающий в себя вообще все общество, и такая вот вы, которая является чем-то таким второстепенным. В здоровых отношениях есть мои желания против твоих желаний. И нам нужно как-то договариваться. Ни у кого нет приоритета, потому что мы два одинаковых, равновеликих, равноценных человека. В отношениях с нарциссом вы какой-то маленький такой придаточек к грандиозному ему, и он таким образом, этими фразами, что никто так не думает, кроме тебя, старается показать свою вот эту грандиозность. Те из вас, кто имеет горький опыт отношений с нарциссом, напишите, пожалуйста, в комментариях, по каким фразам вы узнавали нарцисса. Если вам эта тема кажется важной, видео понравилось, поставьте лайк, я вам буду очень благодарен. Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Поделитесь этим видео в своих соцсетях. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.